Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Представляю вам круглую кокетку, связанную крючком. Очень простым, но интересным узором. Несмотря на то, что на пороге зима, я увидела на фото модель этой кофточки с таким узором и не смогла остановиться, чтобы ее не связать. Эта кофточка вяжется из хлопковой пряжи, с круглой кокеткой. Она с короткими рукавами будет. Ну, я думаю, можно будет ее одевать под какой-то жакет зимой или, ну, конечно же, на весну, на лето. Это отличный вариант. Мне нравится, очень понравился этот узор. Во-первых, он двуцветный, контрастный, такой полупрозрачный. а, Вяжется очень-очень просто. В этом видео я расскажу, как вязать этот узор, как делать прибавление в кокетке. Кокетка, круглая кокетка состоит из 6 клиньев. Вот, и прибавления в кокетке делаются такими не совсем обычным для вязания кокетки способом. И вот так вот они, как бы линии прибавления закручиваются в спираль. У меня кокетка не раскладывается в полный ровный круг, но она очень хорошо сидит на верхней части тела. И в этом видео я расскажу, как вязать узор, как выполнять прибавления в кокетке и как рассчитать, чтобы связать кокетку для кофточки на свой размер. Итак, начну я, конечно, с пряжи, какую использовала. Это пряжа турецкая, Lavita Baby Cotton. Здесь 40% акрил и 60% хлопок. Мне очень понравилась эта пряжа. Она мягкая, мягче, чем хлопок, но в то же время она по качеству, как бы по красоте, как хлопок, с блеском. И ну, мне понравилась эта пряжа, и крючок я использую номер 3. Я выбрала специально два цвета. Это синий цвет, вот цвет и получается 50-36 и 50-21. L это, наверное, номер партии, или может быть L это номер цвета, поэтому учтите эти цифры, если вы будете выбирать такую же пряжу. Заказывала я на Wildberries. Очень красивое получается сочетание. Итак, про пряжу я рассказала, и теперь на какой размер вяжу. Я вяжу на 48 размер на себя кофточку. Раппорт узора составляет 4 петли. Вначале, конечно же, нужно рассчитать, сколько набрать петель для выреза горловины, чтобы, во-первых, и горловина была вам по размеру, и далее вязание кокетки тоже связать правильно. Клин кокетки один у меня составляет 32 петли. Всего кокетка будет состоять из 6 клиньев. То есть я набирала 192 петли. Это на мою плотность вязания и на мой размер. Если вы будете вязать из другой пряжи, у вас будет другая плотность вязания, то смотрите, подбирайте размер клина по своим параметрам. То есть у меня клин состоит из 8 раппортов узора. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 групп столбиков в начале. Вы можете сделать меньше или больше. И если вы, допустим, хотите изменить тоже вырез, поменьше сделать или пошире, у меня вот в ширину вырез горловины я измерила, получилось 24 сантиметра. И сейчас я начну вязать образец и покажу вам, как выполняются первые ряды, как выполняется прибавление и как вяжется узор. Итак, начинаем вязать кокетку с набора цепочки воздушных петель. Как я и сказала, я для 6 клиньев набираю 192 петли, но для образца я наберу всего 48 петель.
и покажу вам на этом небольшом образце, как вязать узор и как выполнять прибавление для кокетки. И при наборе цепочки воздушных петель для каждого клина отмеряйте и ставьте маркер. Вот здесь я, допустим, набрала 32 петли, 32 петлю поставила маркер, чтобы для себя отметить, где клин заканчивается, и дальше я буду видеть, где мне делать прибавление в следующих рядах при вязании узора для формирования кокетки. Итак, я набрала цепочку 48 петель для образца и замыкаю эту цепочку в кольцо. Если посчитать, то для 6 клиньев 48 разделить на 6 я оставила для одного клина всего 8 петель, то есть на 2 раппорта узора. И первый ряд мы вяжем так. Делаем 3 воздушные петли подъема вместо первого столбика. Далее вяжу 2 столбика с накидом. В каждую полупетельку начальной цепочки ввожу крючок и провязываю столбик. 2 столбика связано, то есть первая группа. Далее 1 воздушная петля. И далее по цепочке вяжу 3 столбика с одним накидом, но пропустив 1 петлю цепочки, и на следующих 3 петельках вяжу 3 столбика с одним накидом. Итак, повторяю: 1 воздушная петля, и пропустив 1 петлю цепочки, в следующие 3 петли вяжу 3 столбика. И так выполняю первый ряд узора. Пока здесь не делаем прибавлений, просто провязываем группы столбиков. Я завершаю вязание первого ряда кокетки, провязав все группы столбиков. Вот у меня внизу осталась 1 петля цепочки, и вверху я делаю 1 воздушную петлю и выполняю соединительный столбик в 3 петлю подъема. Далее еще 1 воздушную петлю провязываю и вытягиваю петлю, чтобы эта нить не распускалась, так как во втором ряду мы в работу вводим уже нить второго цвета. И каждый второй ряд цвет нити будем менять, причем протягивать нить будем по изнанке. Я делаю на крючке начальную петлю и здесь провязываю в начале вот так вот соединительный столбик, присоединив нить, затем этот кончик замаскирую где-то за работой, 1 петля подъема, и в начале ряда выполняю 1 столбик без накида вот между группами столбиков. Далее провязываю над 3 столбиками с накидом 3 воздушные петли, и вот так вот, расположив нить синюю за работой, в следующем промежутке между столбиками вяжу столбик без накида. И этот ряд вяжется очень просто: 3 воздушные петли и столбик без накида между группами из 3 столбиков. И повторяем: 3 воздушные петли, столбик без накида. Вяжем так до конца ряда. Завершаю вязание второго ряда. Здесь я сделаю соединительный столбик сразу и с вершины столбика без накида. Далее наберу 3 воздушные петли и вытяну длинную петлю, чтобы нить не распускалась. И теперь у нас в работу меняем цвет нити. В работу идет нить от первого ряда. Подхватываем длинную петлю, затягиваем ее и начинаю вязать. В принципе, этот ряд вяжется точно так же, как и первый, только мы здесь уже делаем прибавление для расширения клиньев кокетки. И мы вяжем уже не по начальной цепочке,
а уже по второму ряду. И будем вязать вот на основе вот этих арочек из 3 воздушных петель. Вот первый столбик вначале я провязываю как бы такой соединительный столбик на арочке и набираю 3 воздушные петли подъема вместо первого столбика. И далее на арочке вяжу 2 столбика с накидом. После выполняю 1 воздушную петлю и перехожу к вязанию столбиков на второй арочке. И в этом заключается раппорт узора. 3 столбика на арочке, 1 воздушная петля. Здесь на образце у меня клин составляет всего 2 раппорта, то есть вот 2 группы столбиков с 3 накидами. При вязании кокетки у меня клин в начале в первом ряду составлял 8 повторений из 3 столбиков. Поэтому я на 8 вот на 8 арочке делала прибавление. Здесь я уже делаю на второй арочке прибавление для образца. И как прибавление я провязываю 2 группы из 3 столбиков с 1 накидом. Вот я вяжу первую группу, то есть прибавляю 1 раппорт узора в каждом при завершении каждого клина. 1 воздушная петля, и из той же арочки провязываю еще 3 столбика с накидом. После выполняю 1 воздушную петлю и перехожу к вязанию следующего второго клина. Вначале вяжу на арочке 3 столбика. И у меня сразу на второй арочке завершается второй клин. Делаю прибавление. Всего мне нужно прибавить, то есть сделать 6 прибавлений. 6 раппортов узора прибавится в этом ряду. И из этой же арочки провязываю еще 3 столбика с 1 накидом, 1 воздушная петля. У вас здесь будут стоять маркеры как границы клиньев, и вы уже точно будете видеть, над какой арочкой делать прибавление. Итак, провязываю этот ряд и перехожу к следующему. Я завершаю вязание 3-го ряда, и в то же это время это второй раппорт узора в высоту. И посмотрите, после прибавления получается, после 3 столбиков делаю 1 воздушную петлю и завершаю ряд в кольцо соединительным столбиком в 3-ю петлю подъема. Делаю 1 воздушную петлю и вытягиваю нить, чтобы она не распускалась, и начинаю вязать 4-й ряд. 4-й ряд, как и каждый следующий четный ряд раппорта узора, получается это завершающий ряд раппорта узора в высоту, провязываются все ряды одинаково. Вот мы сзади провязали уже 3 петли подъема, получается, до высоты ряда, который выполняется основным цветом. И сразу я вот между группами столбиков завожу крючок и выполняю столбик без накида. Далее 3 воздушные петли, убираем синюю нить за работу, и между следующим промежуток между группами столбиков провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, и вот здесь была прибавка между 3 столбиками, вводим между группами столбиков, вводим крючок и столбик без накида. 3 воздушные петли, и так повторяем до конца ряда. Завершаю вязание 4-го ряда. И здесь, смотрите, набрав 3 воздушные петли, делаю соединительный столбик вот в первый столбик без накида. Далее набираю 3 воздушные петли,
вытягиваю нить, чтобы не распускалось вязание. И, в принципе, каждый четный ряд мы провязываем одинаково. Подхватываем нить основного цвета. Здесь у меня синий цвет, который остается за работой. Вы видите, здесь начало и конец ряда в узоре будут практически незаметными. И начинаю вязать новый раппорт узора в высоту. Это у меня уже будет 5-й ряд. Также в начале вот на арочке выполняю как соединительный столбик, 3 петли подъема, и здесь 2 столбика с одним накидом. В этом ряду у нас уже каждый клин расширился на 1 раппорт. Вот после столбиков 1 воздушная петля, и на следующей арочке я вяжу без прибавления 3 столбика с одним накидом. И на 3-й арочке, как на границе раппорта, я буду делать прибавление. Провязываю 2 группы из 3 столбиков, между ними 1 воздушная петля. И всегда на последнем раппорте, получается, клина, мы будем делать прибавление для расширения кокетки. И каждый клин в каждом ряду, который провязывается вот основным цветом из столбиков с накидом, в каждом ряду будет клин расширяться на 1 раппорт узора. И так провязывается этот ряд. Вы видите, что уже даже мой образец раскладывается вот так вот в круг. Пока мы делаем вот такие прибавления, кокетка наша расширяется до нужного размера. И нужно вязать кокетку, конечно, по своим меркам. Вы измеряете обхват груди и высоту кокетки. Я вязала здесь кокетку. Всего 16 раппортов узора у меня провязано здесь, но прибавление я делала до 13 раппорта. Сейчас я поближе покажу. Вот вы видите, идет линия прибавлений. Вот 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, и последние 4 раппорта узора вот идут по одной группе из 3 столбиков. Так как у меня уже кокетка достигла нужной мне ширины, но высоту она мне еще была коротковата, и я довязывала кокетку до высоты 20 сантиметров, чтобы она доходила до низа проем. А ширину я беру размер, допустим, вы должны измерить вот всего 6 клиньев. По 2 клина идут наперед и на спинку, по 1 клину будут идти на рукава. Поэтому, допустим, для примерки можно измерить ширину 1 клина. Здесь я взяла мерную ленту, и вот у меня ширина 1 клина составляет 25 сантиметров вот к концу вязания кокетки. Это значит, что 2 клина в ширину у меня составляет 50 сантиметров, а у меня обхват груди 90 сантиметров, поэтому 100 сантиметров мне хватит для, то есть если 2 клина перед и 2 клина спинки, плюс для свободы облегания у меня будут выполнены подрезы, то есть на обхват тела мне достаточно такой ширины кокетки. В этом видео я вам рассказала, как я связала кокетку, как делала замеры. И в следующем видео буду рассказывать уже остальные детали вязания кофточки. Как связать росток. Росток будем выполнять азиатский по спинке, чтобы у нас вырез по переду уходил вперед, так сказать. И как переходить на вязание тела кофточки, как связать рукавчики и как оформить края вязания, как обвязать горловину, края низа и рукавов. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выход новых видео, и будем вместе с вами вязать красивые кофточки. До новых встреч!